Друзья, вот сегодня выходной день, решил такой снять небольшой обзор по наличию и состоянию наших рыбок на разводе. И сейчас мы это сделаем. А начнем мы вот с этого аквариума. Значит, здесь у нас десяток, наверное, неона голубого. Самочки тернеции красной, которые они рестились у нас, нагуливают икру. И анциструсы, 3 самца. Значит, положил я им сюда коряшку, вон новую. Тоже с винограда корень. Они ее потихонечку уже начали обгрызать. А здесь на 3-м ярусе тернеция, старички. Вот сюда тоже бросил анциструсом коряшку. Но они ее немножко попробовали. Но все же, вон, видите, старую там вот сидит самочка и старую корягу грызет. Вот она, наверное, больше им нравится. Но эту тоже облатывают, начинают уже ее сдирать с нее верхний слой. Итак, в соседнем аквариуме тоже 3 анциструсов. Там самец, кстати, вот он сидит сейчас в правом углу, а вот там чистит правый и левый угол, зазывает самочек. Но самочки вон сидят, ожидают самца, но он пока к ним не подвигается. Так, гуппи, здесь все нормально, рожают потихоньку, все у них хорошо. Так, на этом стеллаже, на 3-м ярусе, вот тоже тернеция вот такая. Отсюда, кстати, отбирались рыбки на нерест. Правда, там не очень он такой получился. Я думаю, вы уже это видео видели. Если нет, то посмотрите, я его прикреплю в правом верхнем углу. А вот здесь тоже частично рыбки, которые просятся на нерест. Но пока времени катастрофически не хватает. Но я думаю, все равно постепенно мы это будем делать. На 2-м ярусе вот коридоросы крапчатые возбудились. Кстати, они еще не знают, что у них сегодня разгрузочный день. Они сегодня кушать не будут. Будут, так сказать, прочищать свои желудки. Освобождать от еды, которую наедали целую неделю. Так, а здесь тоже тернеция достаточно крупная. И на коряшке внизу, вон там, анциструсы. Ну, их, конечно, маловато там уже. Конечно, тернеции не дают снимать. В последнее время они распродались. И будут уже у них скоро новые сородичи, молодые. Так, гуппи по-прежнему чувствуют себя нормально, плодятся. Вот куда-то здесь взяли 2 дани, появились, наверное, случайно с очком я зачерпнул. Но там у нас в дупле Батяня сидит, и там у него есть какое-то количество мальков. Сейчас, кстати, если нам дадут гуппики посмотреть, то мы туда заглянем к нему в гнездо. Вон там они есть, вот их видно. Целая команда там. Ну вот как-то так. Резкость не хочет наводиться, конечно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тоже анциструсы. 3, да? Вот такие фиолетовые тернеции. Кстати, вопрос там такой был. Вот есть у некоторых тернеций так жаберные крышки. Ну, что-то непорядок с ними, да, не закрытые. Ну, честно говоря, никогда не интересовался, что это такое. Ну, какой-то брак в развитии, так скажем, простыми словами. Не знаю, почему оно так у них получается. Не у всех, ну, у некоторых, вот видите, есть. Ну, меченосцев вообще мало. Сейчас покажу вам произведение искусства. Там 2 самочки у меня нарожало. Посмотрите, какие уже рыбки. Сейчас покажу. Ну вот, смотрите, вот в этом нерестовике
Вот рожала самочка кубинская. Вот прямо видно, видите, есть некоторые малечки. Тут, правда, уже гупики есть, я понабрасывал маленьких, вместе они живут. Ну вот есть кубинцы, вот видите, малечки прямо уже красно-черные, да? Ну, когда они подрастут, оно будет лучше видно, эту полосу. Есть чисто красные меченосы, то есть полный набор. И такие, и такие. Чувствуют себя нормально, едят уже все. И сушку, и аллофорус, и артемию. Ну, короче, живородка есть живородка. А вот смотрите, в соседнем аквариуме, конечно, воды добавил сюда, ну, стеночки грязные. Значит, вот здесь вон такое количество, ну, хоть понаружи немного вытер стекло. Вот, смотрите, какое количество там мальков. Это красная самка рожала. Сначала думал их все вдвоем отсадить. А потом оказалось, что одна родила, а потом вторая еще через неделю. Хотя они толстые такие, плавали капитальные. Ну вот такое количество вторая родила. Я думаю, там штук 60 есть. Итак, вот в этих еще двух нерестовиках. Вот у меня справа гуппи. Уже взрослые, скажем так, да, уже даже самочки рожали. Правда, мелких мальков, но рожали. И вот такие красные данио. Вот такие красивые рыбки. Вот гуппи тоже скопились в углу. Думают, что я им буду давать кушать. Друзья, сегодня у вас разгрузочный день. А вот смотрите, данио тоже. Тоже они не знают, что у них сегодня разгрузочный день. Короче, сколько им не насыпешь, едят все подряд и под ноль. Даже бывает вот этим вот анциструсом и ничего не остается. Ну, они там, правда, что-то хватают, но, короче, прожорливая рыбка данио это просто. Вот такие они. Я там часть зеленых отсадил на нерест. Возможно, будет видос, если получится получить икру. Отсюда отобрал одних зеленых и посадил там групповой нерест. Там, по-моему, 3 самки и штук 8 самцов. Ну, посмотрим, смогут ли они выбить у них икру, у самочек. Вот такие они данио. В этом аквариуме тоже задумчивые анциструсы. Вот здесь самочки находятся, те, которые, и некоторые самцы, которые не нерестились. Я их сюда отсадил. Что-то у них не получилось произвести потомство, оставить после себя. Но будут на реализацию. Вот здесь тоже друзья выглядывают. Тоже ждут покушать. Кстати, на этой неделе отсюда 8 рыбок уехало. Но это, конечно же, незаметно совершенно. Но вот такие они симпатюльки. Ну, а здесь вот наши меченосцы. Водичку им подменил сегодня. Грунт почистил, фильтр почистил. Вот они здесь чувствуют себя хорошо. Тоже у них сегодня здесь разгрузочный день. Сегодня они у нас будут голодными. Но ничего. Для рыбки это даже хорошо. Там вон сверху можно присмотреться. Есть мальки. И совсем маленькие, и побольше. Ну а те, которые внизу, взрослые рыбки, они так и ждут, когда малечек поплывет туда вниз. И сразу его там ловят. Вот такая компания. Самки достаточно взрослые уже. Сантиметров по 7, по 8. И цвет достаточно такой яркий. Друзья, вот такое коротенькое видео по обзору на разводня. В общем и целом все нормально. Смотрите видосы, которые появились на экране. Возможно, кому-то они помогут в разведении аквариумных рыбок. А я с вами прощаюсь. Всем желаю здоровья, удачи, добра. И до встречи в следующих видео на канале Разводня как хобби. Пока-пока.